Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, весна 2024 года. Как изменится ваша жизнь? Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что у нас сегодня колода карт добра, так она и называется. Ее прорисовала великолепная художник и таролог Колет Барон Рид. И карты подаются с позиции позитивной психологии. И поэтому я всех призываю быть более добрее к самому себе, к собственной душе, увидеть альтернативные как раз варианты развития событий. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И колода Таро Истока. Итак, мы на картах Таро Добра достанем 3 карты, чтобы узнать, каковы тенденции каждого месяца. И планетарно же Юпитер в конце мая переходит из знака зодиака Телец в ваш знак, мои дорогие близнецы. И если прежде Юпитер в Тельце, я говорила об этом часто, ось отношения и финансы. Теперь для всех нас, не только для вас, а для вас вообще дважды, трижды. Для вас прекрасное время, мои дорогие близнецы, реализовать какой-то свой творческий проект, заработать денег, потому что деньги, финансы – это как раз и будет основа всего. И в вашем знаке Юпитер будет ось финансы и моя свобода, моя индивидуальность, мое самовыражение, моя самодостаточность. Вот что будет в приоритете. Ну и, наверное, еще тот момент, что Плутон у нас уже в знаке зодиака Водолей, и это эпоха Водолея. И как и вы, мои дорогие близнецы, так и Водолей, это знак интеллекта, это воздух и новые какие-то возможности в рациональном использовании. И плюс Уран, мои дорогие, в знаке Овен, это ломка какого-то прежнего шаблона. Это где-то изменение нашей жизни. Но если говорим про Уран, и часто ассоциации исходят из того, что это что-то забирает, ломает нашу условно жизнь, Уран то нет. Уран никогда не забирает то, что может быть продолжено, а как раз избавляет нас от какого-то ненужного мусора, может быть и ментального. Вот это, да, позитивное. И поэтому вопрос, как изменится ваша жизнь, или самому себе, как изменится моя жизнь, да, она действительно изменится. И вы, скорее всего, ну, где-то уже к маю месяцу будете задавать себе вопросы, во что я вкладывался, или что я развивала, и что из этого получилось. Есть какая-то конкретика, есть данность или данная ситуация, и хочется увидеть, что есть по факту, и спросить у самого себя, и что же дальше. Давайте мы достанем 3 карты. Первая у нас март. Энергии марта для вас, мои дорогие близнецы. Апрель. Май. На колоде, точнее, Истока. Достанем первую карту «Дела, работа, бизнес». Посмотрим на энергетику. Финансы. Личная жизнь, мои дорогие. Карту неожиданности. А какие будут приятности, что вам будет помогать. И мы достанем карту совет, которую откроем позже, в конце нашего расклада. Итак, что же для вас март месяц, Луна? Вот хочешь не хочешь, а с чем-то придется определяться. В классической колоде Таро Луна – это 1000 неопределенностей, но это еще и интуиция. Что такое интуиция, мои дорогие? Это как раз тандем интеллекта и нашего опыта. В итоге это все то, что нам помогает, перестраивает где-то на другой лад. Может быть, к этому времени, к марту, у вас уже сложились действительно какие-то обстоятельства, и вы пытаетесь как минимум сделать какой-то важный выбор. Может быть, это какая-то неопределенность ваша, как будто я не знаю, как поступить, вот еще где-то в течение марта. Вы можете это ощущать, потому что до мая, до времени перехода Юпитер в ваш знак, правда, вы подводите какие-либо итоги. Есть такое
как большие возможности, как будто складываются в тени. Вы можете их пока не видеть, но прочувствовать. Поэтому по этой карте идет как умение слушать интуицию как раз, или наше шестое чувство. Может быть, и есть и такое значение, как будто сейчас текущая ситуация еще пока недостаточно правдива, и вы будете пытаться рационально, отделить зерна от плевел. Что же на самом деле есть по факту, и каков же мой итог, и что же будет дальше? Вот такие вопросы вы можете себе задавать, но не торопитесь. Апрель, двойка земли. Это всегда карта взаимодействия, два пентакля, вопросы финансов, для кого-то из вас вопросы новой работы, дополнительных заработков. Или когда вы захотите свое творчество, ремесло сделать уже как основной источник дохода. По этой карте есть взаимодействие с людьми. По этой карте также, это, к примеру, если вы хотели попробовать себя в каком-то новом деле или начать бизнес с нуля. И, кстати, получится. А у вас, мои дорогие, так это точно получится. Мне кажется, это прям как специально для вас. И есть и такое значение, как легкость на подъем. Знаете, если куда-то вас приглашают, отправляйтесь. Тут нужно себя именно пробовать в чем-то. Помните, ваш Меркурий или Гермес, он был очень легок на подъем. Он быстро перестраивался. Он умел даже в минусовой ситуации, но как-то перевернуть ее в плюс или в шутку. Вот эта возможность где-то быстро подстраиваться под текущую ситуацию. Или видеть какую-то информацию или то, что вы слышите, тоже со знаком, как я могу применить это на пользу себе. Где-то взаимодействие с людьми и правильными людьми, мои дорогие, потому что по этой карте как будто идут те, которым мы можем доверять. Все-таки всегда пентакли, и это должна быть какая-то надежность. И в этой колоде карт нам еще говорят о том, что, знаете, где-то баланс между работой и отдыхом. Вполне вероятно, в апреле вам захочется где-то и отдохнуть. Или вы можете почувствовать усталость. Или, например, с учетом карты Луна, что мне нужно сейчас словно не педалировать какую-то ситуацию, а так немножко замереть. Может быть, в каком-то одном деле, оценить правильно обстановку. И есть такое значение, как жонглирование. Может быть, не время тратить деньги. Или вот конкретно какую-то большую покупку осуществлять. Если такая будет у вас на повестке дня стоять. Май. Восьмерка воды. Вы можете что-то завершить, вы можете от чего-то отказаться, правда? Вот этот самый итог в мае будет как раз переходом Юпитера в ваш знак. Как будто я ухожу, я точно знаю, что мне что-то бесперспективно. И открываются новые горизонты. Это где-то, знаете, как пограничное состояние нам показан человек, который повернулся спиной к прошлому. И вот вы в мае месяце уже точно в какой-то ситуации, может быть, это будет связано с человеком, как будто вы тоже знаете, вот не будет чему-то продолжения. Передо мной новые перспективы, новые берега. И где-то это и будет увязано, вот я говорила, финансы и моя свобода. Что такое деньги? Это один из способов взаимодействия с миром. Поэтому вы идете по направлению к вашей мечте или к тому, что вы себе поставили как цель, к собственной самодостаточности. У кого-то из вас, мои дорогие, переезд очень далеко, изучение языков или какой-то новой сферы деятельности. Ваш Меркурий вас будет подталкивать, предлагая вам какие-то новые варианты, и вам точно захочется себя попробовать, может быть, не в одном новом деле, а в нескольких даже. И вы, в принципе, в какой-то динамике уже будете в мае месяце. Замечательно, по этой карте нам говорят, отпусти иллюзии, да, вот почему мы говорим. И выбор пути сам по себе. Может быть, это когда нам захочется как будто остановиться на какой-то период времени, но не для того, чтобы заново что-то проанализировать, передумать там или переделать, а для того, чтобы совершить квантовый скачок вперед. Вот такое где-то момент перехода, правда, Юпитера, вот такие энергии могут преобладать. Идем мы дальше, и давайте на
колоде Таро Истока мы достанем дела, работы, бизнес. По рыцарю монет кто-то может и прийти на помощь. Или, я бы сказала, переоценка вашего окружения, кому я могу доверять. И вы захотите себя окружить только теми людьми, которые либо статусные, либо на которых вы можете положиться. Опять же, монеты, пентакли. Значит, решение каких-то финансовых вопросов. Или, может быть, это и будут и инстанции, но по этой карте это марафонский забег лет на 10-20, вот как по Плутону. И когда у нас все получается, нет спешки в этой, кстати, карте, когда вы будете очень рациональны. Что-то вы можете здесь просчитывать. Или по этой карте к вам может, кстати, приехать человек. Или, если мы говорим про бизнес, вы будете словно оценивать, могу ли я этому человеку доверять. И как минимум один, как таковой, он в вашем окружении будет. По этой карте, знаете, как трудолюбие, честность, разумные действия, выносливость, преодоление каких-то прежних, может быть, препонов, препятствий, то, что вы не могли осуществить, вот здесь перед вами зеленый свет. Прекрасно. Но это нет какой-то синкопы или какого-то импульсного, знаете, действия нашего или какого-то рывка. Нет, все слажено, рассчитано, просчитано, как бы идет своим чередом. Финансы. Ух ты. Вообще, когда 15-й старший аркан выпадает на финансы, а это, по сути дела, два направления. Страсть, как любовь, да, или сами по себе деньги. Деньги будут, деньги большие. Есть возможность заработать деньги, но нужно держать баланс, не подвергать себя риску. И несколько карт нам уже об этом сказали. И в целом на 20 лет, когда Плутон в Водолее, собой не рисковать даже в минимуме. То, что мы прежде могли сделать и думать, ну, где-то так оно, знаете, даже по закону, да, ну, к примеру, то, что не запрещено, значит, оно возможно. Вот здесь по Плутону есть определенная непредсказуемость. Если мы сделали что-то ненадежно или согласились на какую-то скользкую ситуацию, то вот какая-то обратка может прилететь словно к нам через годы. Поэтому себя подстраховать, не делать чего-то чересчур. Если вы подписываете документы, оформляете финансовые документы, что бы это ни было, значит, думайте, как вы покажете какие-то источники дохода, чтобы у вас и печати стояли на местах, да, или не было какой-то, ну, юридической подоплеки, когда что-то, да, вот как по правосудию, причинно-следственные связи, чтобы, опять же, не было какого-то сомнительного действия с вашей стороны, которое впоследствии осложняет жизнь. Но если мы говорим про эту карту в этой колоде, это, знаете, где-то может проиграться как материальные вопросы, они выходят на первый план. И знаете, ну, все-таки материализм не должен затмить вообще свет или во какие-то возможности, не быть где-то, ну, чересчур скупердяем или жадиной. Это тоже, наверное, будет важно. Все-таки всегда, когда 15-й аркан, ничего не делай чересчур, иначе и само по себе как бы значение этой карты не предполагается, что мы, ну, просто в каком-то накопительстве участвуем. Повторюсь, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Деньги должны работать, они вам должны приносить новое качество жизни, понимаете? Поэтому где-то уделить внимание отдыху, к примеру, да, куда-то отправиться, может быть, посмотреть мир или где-то уделить внимание собственному здоровью, какие-то процедуры для профилактики даже, да, как будто потратить на самого себя или на развитие бизнеса. По этой карте есть такой момент, что кто-то из вас, как бы на финансы как раз у вас порядок, правда, и большие возможности. Для кого-то из вас страсть, если мы говорим, вот, может быть, есть такой или будет человек, который вам захочется привязать к себе. И вы будете это пытаться делать где-то через финансы. У кого-то может проиграться и так. Идем дальше. Личная жизнь. Семерка монет. Ну, словно сбор урожая. У нас человек показан, который собирает вот этот самый урожай. По этой карте, вы знаете, здесь нет перемен. Здесь, скорее всего, может быть какое-то ожидание. Или я так предполагаю, что для тех, кто в паре,
не будет каких-то резких перемен в принципе. Но хотя мы можем или вы можете задуматься, само по себе желание, как будто я хочу сменить пластинку, я хочу сменить партнера. Может быть, как новая стратегия или ощущение, я хочу драйва, кстати. Такое может проиграться. Может быть, какая-то ваша личная история, кстати. Если ваши отношения были, ну, так себе, вам может где-то наскучить однообразие в отношениях. Такое тоже может проиграться, мои дорогие. Давайте мы немножко раскроем эту карту, и я достану для тех, кто в паре, для тех, кто люди семейные, хотя по семерке монет, как бы тут все идет своим чередом. Но все же, для тех, кто в паре, для тех, кто семейный. Шестерка мечей. Вы можете переезд осуществить всей семьей, нам об этом уже сказали. А можете, мои дорогие близнецы, и уехать сами. Я не могу сказать, что это какой-то разрыв, но может быть для вас вот это желание, как я сказала, сменить пластинку, будет означать, что я хочу как будто побыть наедине, или я сейчас, шестерка мечей, это карта заслуженного успеха, я хочу реализовать свой план, и вы правда куда-то отправитесь. Может быть, у кого-то это проиграется как релокация офиса или новые перспективы именно по вашей работе таковы, что либо работа с командировками, либо ситуацию какую-то надо контролировать в другом месте. По шестерке мечей есть перемещение и есть как будто уход от старого. И просто у каждого, наверное, проиграется по-своему. Все будет зависеть от того, в каком состоянии, наверное, ваши отношения. Но это карта заслуженного успеха. Это когда мы применяем как бы или прилагаем собственную энергию, силы, и в последующем нас ждет успех. Кто-то из вас вообще, в принципе, может поставить в приоритет какие-то собственные самодостижения. Или вот это значение, как я сказала, в последующем по Юпитеру, когда будут финансы и моя свобода. Поэтому свою индивидуальность как бы вы можете тоже поставить на первое место. Или для кого-то из вас, мои дорогие, если... Тут ведь у каждого по-своему. Поэтому перекладывайте на вашу ситуацию. Если вы со своим партнером, предположим, по воле судьбы, ну, были на расстоянии, вот здесь вы будете как раз думать о том, чтобы съехаться. У кого-то проиграется. Итак, все от ваших намерений зависит. Сложные отношения. Давайте тоже поясним, достанем карту. Четверка мечей. Я складываю оружие. Вот здесь может не захотеться как будто что-то продолжать. Или вы можете занять позицию «я понаблюдаю», «я подожду», чем дело закончится. Или для кого-то из вас это карта паузы. Может быть, какая-то ваша история, которая вам непонятна, и вы просто не захотите принимать какое-то решение. И вы можете подумать, я подожду и посмотрю, допустим, как проявится партнер, а дальше я буду принимать уже какое-то дальнейшее, уже какой-то вывод делать. По этой карте идет своеобразное исцеление, медитация. Это может быть отдых, восстановление сил и уход от дел. Вот правда, тут, наверное, для тех, кто в сложных отношениях, не захочется каких-то сложностей, мои дорогие. Для тех, кто один или одна. Восьмерка чаш. Еще раз, это, по сути дела, восьмерка воды. Вы можете куда-то отправиться, мои дорогие, и кто знает, вот на этих новых берегах и познакомиться с кем-то. Или вам будет интересен человек, который от вас на расстоянии, или тот, который вообще другой ментальности, другой культуры. Вы можете начать учить язык именно из-за того, что вам захочется узнать о человеке побольше. Или для кого-то из вас вот этот самый переезд будет как будто сопряжен с тем, что я поехал по работе или поехала, да, я перемещаюсь, или, может быть, не по работе, а меняю просто место своей дислокации, место жительства, и там вы найдете судьбу. И если прежние отношения, допустим,
У вас были с кем-то тоже на расстоянии. Правда, у кого-то на расстоянии могут проиграться как сложные отношения, так и какое-то желание съехаться с человеком. И вы тогда тоже с учетом шестерки мечей, если вроде как и пара была, но вроде я и один, одна. Вот такая история, она прослеживается через несколько карт. То здесь вы будете думать, как вместе соединиться. У кого-то может быть такая ситуация. Идем дальше. Неожиданности. Я бы сказала, можно закончить наш прогноз, мои дорогие. У вас выпадает карта мага, карта интуиции, все то, что было в самом начале по карте Луна. Когда у вас вообще эта карта больших возможностей. В неожиданностях, конечно, нам отчасти может карта говорить, что и вы будете сталкиваться с разными людьми, которые где-то могут пытаться манипулировать, но все-таки в неожиданностях это ваша сильная позиция. Может быть, что-то у вас решается настолько продуктивно за весенний период, что вы для себя в течение даже с марта по май можете кардинально изменить качество своей жизни. Самое главное, наверное, какие вы планы, мои дорогие, ставите. Ведь нет ничего невозможного. Есть определенная алхимия силы духа и мастерства. И если вот соединить вот эти энергии, любое ваше начинание получится. Правда? Нет препятствий, нет неожиданностей. Но будет очень важно поставить перед собой четкие приоритеты. Маг – это холодная энергия, мои дорогие близнецы. Здесь нет где-то эмоций, здесь больше какой-то точный расчет. Но любая неожиданность, она как будто вами может быть интуитивно прочувствована, и как выйти из сложившейся ситуации вы тоже будете знать. Приятности. Правда, приятности. У кого-то как раз, вот посмотрите, часто ведь по шестерке чаш проходят те отношения, когда мы не вместе. Но эти отношения уже складывались какой-то период времени. Или вы были с человеком на расстоянии, иногда вы тоже по этой карте. И в приятностях общения какое-то с человеком, который вас будет вдохновлять и радовать. По этой карте мы учимся чему-то новому. По этой карте вообще возможности какие-то, мои дорогие. Карта совет давайте мы узнаем. И нам выпадает девятка жезлов. Это карта, с одной стороны, нашего самосохранения. Правильно расценить силы нам говорит. Именно рассчитать где-то. Может быть, это отчасти финансов. И если мы в целом, то совет по этой карте, он достаточно краток. Не найди где-то прежние грабли. Не повтори какую-то прежнюю ошибку. Не помешай себе. И существует как будто два направления, которым нужно уделить внимание. Первое. Не поставить себя в какую-то ситуацию, которая может быть сопряжена с опасностью, или буквально, если есть обстановка, тогда нужно уйти от этой какой-то опасности, тогда как будто наши действия предполагаются. И с другой стороны, не упусти чего-то того, что для тебя имеет перспективу. Держи все под контролем, тебя не должно ничто застать врасплох. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.